Всем привет! Автомобильные компании вложили целое состояние в испытание и разработку этих автомобилей, но они потерпели неудачу, как только появились на рынке. Управлять автомобильной компанией непросто, так как миллионы долларов вкладываются в производство и разработку в надежде окупить инвестиции и получить прибыль. Выживание в автомобильной промышленности для стартапов еще сложнее, поскольку им приходится не только бороться за привлечение внимания рынка, но и конкурировать с устаревшими брендами. Каждый автопроизводитель понимает, что получить положительный денежный поток нелегко, даже если вы производите очень интересные автомобили. Давайте рассмотрим несколько интересных автомобилей, которые не смогли спасти своих производителей от банкротства. Hammer H2. Hammer приобрел большую популярность в 90-х годах, благодаря военному прошлому. Hammer H2 был немного изящнее первой модели и стоил около 50 тысяч долларов. H2 мгновенно стал бестселлером. На пике продаж Hammer было продано более 70 тысяч единиц. Hammer стал голливудской сенсацией, и многие знаменитости владели этой моделью. Тем не менее, Хаммеры вызывали опасения для окружающей среды, и критики называли их загрязняющими машинами. Фактически, протестующие сожгли несколько автомобилей Hammer в Лос-Анджелесе, чтобы выразить свое недовольство. Рецессия 2007 года в сочетании с проблемами экологии и некоторыми неудачными финансовыми решениями поставила материнский бренд Hammer General Motors под угрозу. К 2009 году General Motors уже обанкротилась и в следующем году была вынуждена прекратить производство всех автомобилей Hammer. Vector M12. Vector M12 – это по сути американский Lamborghini Diablo, представленный в 1996 году в автосалоне Детройта после создания W8, который был первым суперкаром американского производства. Vector представила M12 – потрясающую высокопроизводительную машину, которая не получила должного внимания, что усугубило финансовый шторм, с которым столкнулся бренд в то время. Несмотря на то, что M12 был намного дешевле, чем Diablo, компании Vector удалось продать только 14 экземпляров, прежде чем остановить производство в 1999 году. В конце концов, компания объявила о банкротстве. Plymouth Prowler. Концепт Prowler был представлен в автосалоне в Детройте в 1993 году, и многие восприняли диковинный ретро-дизайн как пиар-ход. Prowler с его большими колесами, уродливым бампером и отсутствующими передними крыльями был запущен в производство и выделялся из всего, что вы когда-либо видели на дороге. V6 был главным двигателем, и за первый год было продано всего около сотни единиц. Но Plymouth в конечном итоге закрыл свои двери навсегда в 2001 году, после того, как Prowler не смог произвести впечатление и продажи сократились. Jensen SV8. Jensen Motors стала популярной благодаря производству Jensen's Interceptor и Hilli, но затянувшийся финансовый кризис привел к ее закрытию в 1976 году. В 90-х годах попытки реанимировать британского автопроизводителя привели к выпуску Jensen SV8. Представленный на британском международном автосалоне в 1998 году, SV8, казалось, показал некоторый свет в конце туннеля для Jensen Motors с 300 предварительными заказами. Но энтузиазм по поводу SV8 угас, поскольку более половины предварительных заказов было отменено, а британский производитель снова обанкротился в 2002 году. Pontiac G6. Pontiac запустил G6 тем, что называется одним из самых больших рекламных трюков в истории телевидения. Опра Уинфри раздала 276 Pontiac G6 в своем ток-шоу в 2004 году в рамках рекламной кампании, которая, как сообщается, стоила более 100 миллионов долларов. Однако, несмотря на то, что G6 привлекла к себе всеобщее внимание, она не смогла продержаться 200 лет, поскольку в 2010 году General Motors пришлось закрыть три бренда – Pontiac, Saturn и Hammer, чтобы удержаться на плаву во время рецессии и финансового кризиса, с которыми она столкнулась. Weissman MF5. Weissman MF5 привлек всеобщее внимание, когда он был выпущен в 2009 году с гармоничным сочетанием стилей старой школы и новой школы. По неожиданному повороту событий, автопроизводитель, работавший с 1988 года, объявил о банкротстве в 2013 году. Хотя в заявлении о банкротстве не указывалась глубина финансового кризиса, который привел к неплатежеспособности немецкого производителя спортивных автомобилей, известно, что продажи резко упали, поскольку большинство автомобилей Weissman имели поразительное сходство с MF5, начиная от внешнего вида и заканчивая трансмиссией.
Apollo Gamper дебютировал в 2005 году и отличался своими характеристиками и готовностью к треку. Apollo Gamper мог обогнать Pagani Zonda и Bugatti Veyron, но глобальная рецессия очень сильно ударила по немецкому производителю, поскольку спрос на суперкар стоимостью $600 тысяч резко упал. Будучи единственной моделью в производстве, Гамперт рассчитывал на успех Apollo, чтобы остаться на плаву, но в августе 2012 года немецкий производитель суперкаров начал процедуру банкротства и в конечном итоге подал заявление о банкротстве через год после того, как его главный финансовый покровитель ушел. Spyker C8. Spyker удалось выдержать более 2 десятилетий финансовых потрясений и даже оправиться от банкротства, которое во многом было вызвано ее злополучным решением купить Saab у General Motors. Прежде чем в конечном итоге снова банкротиться, Spyker представили прототип C8 в автосалоне в Женеве в 2017 году и раскрыла планы по созданию внедорожника D8 и B6. Однако известия о его банкротстве после того, как обещанные инвестиции от российских инвесторов не материализовались, очень вероятно, что C8 так и не появился. DeLorean DMC-12. DeLorean DMC-12 приобрел большую популярность, когда был показан в американском научно-фантастическом фильме 1985 года «Назад в будущее». Бывший руководитель и инженер General Motors Джон Делориан основал автомобильную компанию в 1975 году с ошеломляющей суммой инвестиций более $200 миллионов. Делориан построил забытый нишевый спортивный автомобиль в Северной Ирландии, чтобы сократить расходы и получить производственные льготы от правительства. Однако низкий спрос на построенные 9000 единиц и проблемы с законом вынудили автомобильную компанию объявить о банкротстве, а Делориан даже был арестован в 1982 году. Fisker Karma. Компания Fisker Automotive была основана в 2007 году Келлером и бывшим дизайнером Aston Martin Хенриком Фискером. Его гибридный спортивный автомобиль Karma с ценой более $100 тысяч был описан как сильное выражение бескомпромиссной ответственной роскоши и привлек внимание голливудских звезд. Однако Karma не принесла желаемого успеха, в результате чего Fisker погрузился в более глубокий финансовый кризис и уволил 75% своей рабочей силы. Калифорнийский автопроизводитель подал заявление о защите от банкротства в 2013 году с долгом в $192 миллиона. Спасибо за просмотр. Всем удачи!